Субмарина «Ростов-на-Дону» — это дизель-электрическая подводная лодка усовершенствованного класса современных российских кораблей, была построена на Санкт-Петербургском судостроительном заводе, заложена 21 ноября 2011 года, спущена на воду 26 июня 2014 года и введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года. По состоянию на 8 января 2015 года подводная лодка готовилась к межфлотскому переходу на Северный флот, где планировалось проведение глубоководных испытаний оборудования и систем вооружения. В октябре 2015 года выполнила ракетную стрельбу в Баренцевом море на полигонах Северного флота. В октябре 2015 года выполнила ракетную стрельбу в Баренцевом море на полигонах Северного флота. В октябре после цикла испытаний на Северном флоте начала межфлотский переход к месту постоянного базирования на Черноморский флот. Прибытие на Черноморский флот ВМФ России ожидалось на первую декаду декабря 2015 года, но вместо этого была направлена к берегам Сирии для участия в военной операции России. 8 декабря 2015 года с подводной лодки из акватории Средиземного моря, по расположению боевиков Исламского государства на территории Сирии, были нанесены удары крылатыми ракетами «Калибр ПЛ» из подводного положения. 16 декабря 2015 года подлодка прибыла к постоянному месту базирования на Черноморский флот на Новороссийскую военно-морскую базу. С 24 по 27 августа 2016 года принимает участие в проходящих в морских полигонах Черного моря учениях по поиску и уничтожению вражеской подлодки в роли субмарины и условного противника против фрегата «Адмирал Григорович». В начале октября 2017 года совместно с однотипной подлодкой Б-261 «Новороссийск» принимает участие в проходящих в морских полигонах Черного моря учениях, в ходе которых из подводного положения по наземной и надводной целям были выполнены пуски двух практических ракет «Калибр ПЛ». 9 октября 2020 года подлодка отправилась на плановый текущий ремонт на судоремонтное предприятие северо-запада России, после выхода из ремонта подлодки «Новороссийск». 31 октября 2020 года прибыла для планового ремонта в городе Кронштадт. В марте 2021 года закончила ремонт и ушла в Средиземное море. Подводная лодка входит в состав Черноморского флота России, но была дислоцирована в Средиземном море в начале 2020-х годов. Подводная лодка вернулась в Черное море в феврале 2022 года, пройдя Босфор 13 февраля. По состоянию на февраль 2022 года в составе Ростова-на-Дону Черноморский флот России располагал 4 подводными лодками класса усовершенствованный «Кило», оснащенными ударными ракетами «Калибр», развернутыми в Черном море, причем по крайней мере 3 из этих 4 считались активными. 13 сентября 2023 года назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Севастопольский судостроительный завод, принадлежащий Севморзаводу, в 2 часа ночи подвергся украинскому ракетному удару, что привело к сильному пожару. В Минобороны России заявили, что было выпущено 10 крылатых ракет, 7 из них сбиты. В атаке также участвовали 3 морских дрона, которые предположительно были уничтожены. В ведомстве сообщили, в результате попадания крылатых ракет противника 2 корабля, находившиеся в ремонте, получили повреждения. Сообщается, что по меньшей мере 24 человека получили ранения. Повреждены десантный корабль «Минск» и «Ростов-на-Дону». Украина заявила, что 2 корабля, вероятно, повреждены и не подлежат ремонту, что российское правительство опровергло и заявило, что они будут отремонтированы и возвращены в полное рабочее состояние. Основываясь на изображениях из открытых источников, Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что судну, вероятно, нанесен катастрофический ущерб. 18 сентября 2023 года в сеть были опубликованы 2 фотографии ущерба, нанесенного подводной лодке Ростову-на-Дону, и по оценкам, ущерб был значительным. Показаны 2 большие бреши в корпусе подводной лодки, одна в середине правого борта в задней части боевой рубки, а другая в верхней носовой части.
Учитывая характер повреждений, предполагается, что подводная лодка будет выведена из строя на время войны из-за закрытия пролива Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей в начале российского вторжения. Подводную лодку необходимо будет перевести на Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге для ремонта, однако считается более практичным вместо этого построить полностью новую лодку этого класса из-за того, что потребуется обширный ремонт, чтобы снова сделать подводную лодку мореходной.